Добро пожаловать! И пришло время наконец-то подытожить, посмотреть и вообще докопаться до истины касательно одного аппарата. Конечно же, и я говорю о вот этом вот замечательном, наипрекраснейшем, просто отличном аппарате под названием Switch 2. Как можно заметить, у меня он уже вот в таком вот кейсике, чехольчике от компании D-Brand. Тут у нас все красиво, качественно, все также отстегивается. И у меня, по-моему, вторая ревизия, потому что вот так вот они почти не падают. Но все же выпасть могут. Я, конечно же, про Joy-Con, потому что у них была проблема. Вот этот вот зазор был слишком маленький, поэтому Joy-Con просто выпадали. Данный чехол поставляется вот в такой дорого-богато упаковочке, которую с первого раза нормально не откроешь. И здесь есть все. И тряпочка, и инструкция, и еще и то, и то, и то, и то, и то. В общем, все классно. Ну и, конечно же, идет вот такой вот адаптер для док-станции, потому что иначе вы просто не засунете вот эту вот бандуру в его родной док. Ну да ладно. Периферия — это понятно. Но поговорим, собственно, о самом Switch 2 после относительно длительного времени использования, после кое-каких тестов, не тестов, после более тонкого понимания, что это, как это, куда это и зачем это. И я думаю, стоит, конечно же, сразу упомянуть такую вещь, как картриджи. И небольшой прикол с ними. Из-за этого прикола почему-то у многих прям горит, и они рвут волосы на всех доступных и недоступных местах. А именно, положим это сюда. На свитче присутствует два типа картриджей. Это вот такие, где находится полная игра. Ну, я даже скажу, три типа картриджей. Это вот такие, где находится игра для первого и второго свитча. И присутствуют вот такие вот, где игры, собственно, на картридже нету. У вас есть только лицензия, чтобы скачать с eShop. И у многих, собственно, начало подгорать. А почему мы покупаем только лицензию и должны скачивать потом игры? Это ж... Как это так? Никогда такого не было. Но на эти приколы я могу только сказать одно. Никогда такого не было. И вот опять... Потому что Хогвартс Легаси вы нормально не поиграете, потому что здесь только пролог на карике, потом надо будет все скачивать. Бэтмен, только одна из игр находится на картридже. И очень интересный пример с Готикой. Здесь у нас полная игра, здесь у нас полная игра, здесь у нас надо скачивать. Собственно, на этом карике находятся две вот таких лицензии. И тут встает вопрос... Очень простой. Настолько ли это все плохо? Конечно же, это плохо, но не надо истерить, как будто бы это что-то в новинку, и как будто бы никогда такого не было. Было, есть и будет. Но чего я очень сильно не понимаю, это, например, вот этот вот пример. Собственно, из-за этого видео немножечко задержалось, потому что вот этот карик очень долго приходил с Амазона, не знаю почему. Но прикол в том, что можно заметить, что здесь написано, что это Game Key Card, собственно, игры здесь нет. Она как бы есть. Вот он карик, а вот он ключик, но все равно скачивать надо. В отличие от вот этой. Здесь... Тут уже все есть, ничего скачивать не надо, и все будет отлично. Магия, да и только. Почему так, никому неизвестно. Вроде как люди вскрывали картриджи, которые используются для геймки карт, и там тоже присутствует NAND флеш на 64 гигабайта, поэтому я вообще не понимаю, в чем смысл. Ну и да, стоит упомянуть еще дополнительный маркетинговый ход касательно вот таких игр. Иногда здесь будет написано не геймки карт, а просто ключ в коробке. То есть вы покупаете типа карик, открываете, а у вас здесь просто ключ. Очень интересно. И очень интересно, например, было с вот этой вот игрой. Вроде как мы смотрим Street Fighter 6, Years 1-2, Fighters Edition. По идее, карик лицензии должен иметь все.
Мы открываем, и тут мы видим очень интересную штуку. А именно мы видим вот такую вот тему. У нас мало того, что здесь у нас только базовая игра, но если мы хотим DLC, то надо еще активировать код. Почему не запихнуть все в один карик, неизвестно, непонятно и вряд ли когда-нибудь понятно будет. Ну да ладно, бубнёж, конечно, насчет того, что как они это сделали, зачем они это сделали и почему они это сделали, это, конечно же, хорошо, но можно поговорить и про сами игры. Для этого, собственно, и покупается эта консоль. Поиграл я, конечно, во все, что можно, во все, что нужно, во все, что хотелось. И скажу я так. Если вы ищете девайс, который будет вашей единственной игровой платформой, купите что-нибудь другое. Как по мне, это очень замечательный девайс, отличный просто, но с одним очень большим но. И это но заключается в том, что у вас должен быть либо нормальный компьютер, либо какая-нибудь PlayStation 5 или же Xbox. В противном случае вас ждет разочарование. Конечно, некоторые могут кукарекать, что цены на игры дорого, неоправданно и все такое. Но, например, вот этот вот карик, который у меня куплен в цифре, и, например, вот этот вот дисочек, они стоят одинаково. В Steam у меня Cyberpunk плюс DLC, кстати, стоит дороже. Но не будем о грустном. Поэтому, если вы живете в регионе, где игры стоят везде одинаково, то насчет этого лучше вообще не разговаривать. Гиммик в виде вот этой вот мышки. Это вот замечательное нововведение. Где оно нужно, и я не знаю, кто этим будет пользоваться, я вообще не знаю и не хочу знать. Потому что с такими людьми, когда вы поздороваетесь с ними за руку, лучше всего помыть руки. Под предыдущим видео мне почему-то утверждали, что абсолютно все игры и все идеально работает на Switch. Прошло несколько обновлений, и мы запустим, собственно, Borderlands 3. В прошлом тут были проблемы с ней. Посмотрим, возможно, сейчас будет гораздо лучше. Возможно. Но это, конечно же, не точно. Вроде как все загружается, пытается зайти. Пока что мы видим, что все нормально. Фреймрейт, как всегда, unlimited. И продолжим игру. Посмотрим. Мне же утверждали, что все идеально работает. Но... I'd like to know who I'm working with. What made you decide to be involved? I made my name beating down gangsters and taking out tyrants. I've won every fight I've ever been in. I have the funds measure of camp, but it looks like the COP got there first. Don't let them leave with the map. Tell me revealed to be true. Пока что типа вроде как все хорошо. И поехали вот эти вот замечательные статоры. Поэтому великие умники, которые говорят, что все починили и все работает отлично, советую вам купить Switch и посмотреть. Да, большинство игр будут работать отлично. Большинство игр будут работать без всяких проблем. Но некоторые игры до сих пор не починили, и я сомневаюсь, что их починят. Еще немаловажный бубнёж, который был, это, конечно же, батарейка. Батарейка, например, здесь в игре Cyberpunk
дохнет примерно за 2 часа, за 2:20. Вот что-то где-то в этом районе у меня получалось. С одной стороны, можно сказать, что ой, это очень мало. И эти люди будут правы. С другой стороны, и если мы вспомним, какой объем батарейки вот в этом устройстве, а именно это даже не доходит до 20 ватт-часов, то простой математикой мы понимаем, что это супер энергоэффективное устройство, которое очень классно работает. Можно, конечно, сказать, что Steam Deck-то может вытянуть гораздо больше времени в Киберпанке. Да, может. Особенно OLED-версию. Но тут небольшая проблема. У OLED-версии емкость аккумулятора больше, чем в 2 раза больше. А живет он не в 2 раза больше. Это одно. Второе, когда мы играем на свитче, мы ничего не слышим. Когда мы играем на деке, мы слышим, что не очень приятно. Конечно, если вы будете играть в самолете, то, в принципе, все нормально. Но если вы будете играть в тихом месте, это довольно-таки неприятно. Придется использовать наушники с шумодавом, а это не все любят и не все хотят. Далее, стоит поговорить еще о доке. Вот этот вот док, который у нас имеет тут всякие интересные ходы, порты и прочее, имеет одну очень странную особенность. По какой-то причине он не поддерживает VRR вот через этот порт, и почему-то он не поддерживает 120 Гц 4К. Объясню, почему это странно. Странно это потому, что многие могли видеть видео на YouTube, как брали Steam Deck, подключали его вот в этот USB-разъем, и Steam Deck спокойно мог выводить изображение в 4К 120. Причем с поддержкой VRR. Магия. Да и только. Почему Switch не может это делать, непонятно. И после таких заявлений очень стоит упомянуть, для чего это. Конечно, я не жду, что вот эта вот тарантайка сможет выдавать 120 FPS в 4К. Нет, конечно. Но, как это было, например, с PlayStation 5 Pro, в той же игре Alan Wake, вы можете залочить фреймрейт на 40 FPS, и все это будет в 120-герцовом контейнере. То есть относительно очень плавно будет. Условно говоря, как некоторые любят это ошибочно называть, вы будете играть на 40 FPS, но ощущаться будет как 60. И да, и нет. Но будет гораздо поприятнее, чем играть в 60-герцовом контейнере в 40 FPS. Потому что здесь у нас будет спасать математика. 120 делится на 40, а вот 60 на 40 без остатка, увы, увы и ах. Ну да ладно, с док-станцией понятно. Кстати, если вы думаете путешествовать со своим свечом, советую прикупить вот что-то наподобие вот такой вот штуки. Это то же самое, что вот это, только маленькое. Берется свич, вставляется сюда. Конечно же, он вставляется без чехла, но все же с таким же успехом можно засунуть вот такой вот переходник. Я подумал, но, к сожалению, не можно. Ну да ладно, суть не в этом. Суть в том, что вот эта вот хреновина, она слишком большая для путешествий и прочего, прочего, прочего. Что ж, вернемся к разговору о самом свитче и играх. Нативные игры, например, как тот же Киберпанк, как та же Bonanza, Sonic Degeneration и прочие, например, вот эти вот две, работают относительно неплохо. Тот же Киберпанк плюс-минус похож на дековский, где-то он выигрывает, где-то он проигрывает, но плюс-минус то же самое. Street Fighter, как по мне, идет на свитче гораздо лучше, чем на деке. Но, опять же, любители, адепты Steam Deck будут кукарекать сегодня до нескончания веков, что Steam Deck самая лучшая платформа.
и только ее нужно использовать. И чаще всего главный аргумент таких великих мыслителей, что с торрента таки можно скачать игры. Можно. Но не всем оно нужно. И некоторым проще просто купить игру и играть. Не скажу, что с торрента скачать прям очень сложно, но опять же, не все хотят, не всем оно надо. И некоторые просто могут купить эту несчастную игру за $60-70. Если по full прайсу, а по скидочкам иногда очень хорошие цены бывают. Например, вот это вот куплено примерно за $30 или $20, что-то где-то там. Поэтому в плане игр, в принципе, здесь есть что делать. Удручает тот факт, что, например, тот же эксклюзив Nintendo Astral Chain, он будет у вас идти, конечно же, только в 30 FPS, пока не выпустят патч. Несмотря на то, что Nintendo использует свой типа эмулятор, типа ретранслятор, типа что-то непонятно там, почему-то они не могут сделать хакнутый патч, чтобы все шло в 60 FPS. Конечно, некоторые игры это просто сломает, потому что у них иногда физика завязана на FPS. Но все же я бы предпочел, чтобы была опция именно на такой вот патч. Потому что, например, тот же Чернобылит или Чернобыляй, как вы там хотите его так и называете, ужасно работает в этих ужасных 30 FPS. То же самое могу сказать про Grand Theft Auto, хотя выглядит лучше, чем на первом свитче, но все же не очень. И тоже я могу сказать про всякие метро и прочие сталкеры. К сожалению, обраточка у нас работает именно как реальная обраточка, а не с всякими улучшайзерами и прочим. Это великое сожаление. Касательно великих сожалений, еще одно сожаление — это вот этот вот экран. В интернете много бурления насчет того, что гоустинг, респонс тайм и прочее. Я как бы не особо это вижу, меня она не особо колышет, но то, что он 120 Гц, это, конечно, круто. То, что он VRR, это, конечно, круто. То, что ни одна игра не использует эти 120 Гц, кроме как демо-версия с возможностей свитча за $10, это очень плохо. То, что Nintendo кукарекает, что здесь есть поддержка HDR, это, конечно, плохо. То, что некоторые комментаторы не знают, что такое именно HDR и из чего он состоит, которые любят покукарекать, что для настоящего HDR вам нужна именно True 10-бит матрица, это, конечно, печально. И немного поговорим поэтому про HDR. HDR — это, прежде всего, про динамический диапазон, который достигается с помощью, правильно, яркости. Темное, светлое, контраст. Чем больше контраста, чем больше вы увидите разностей в этом контрасте, тем, собственно, больше будет динамический диапазон, и тем, собственно, лучше. Если мы имеем вот такую вот подсветку, как здесь, монолитную, даже не выборочные зоны и прочее, мы получаем, что у нас черное — это серое, что у нас белый — это супер светло-серое, и это печально. А хотелось бы True HDR. Хотя бы такой же, как на Steam Deck OLED. Но все понимают, и понятно, зачем Nintendo все-таки сделали здесь поддержку HDR именно на этом экране. Все просто. Через годик, а может через полтора, выйдет такая же версия с более большим экраном. И, конечно же, с OLED-экраном. И тогда все дружно пойдут покупать опять новый Switch. И вот она, небольшая подводка к тому, а стоит ли покупать Switch. Опять же, повторюсь, что я говорил в первом же видео. Делайте как Nintendo. Если у вас нет денег на второй Switch, покупайте первый. До сих пор есть килограммы игр на первый Switch. До сих пор есть поддержка первого свитча. И также, если вы хотите прямо супер сэкономить и вам не нужен онлайн, вы можете, конечно же, его прошить и качать с торрента игры бесконечно. Но если вам нужна портативочка, которая будет относительно неплохо жить, относительно неплохо играть игры, и она будет супер тихая, удобная в плане использования, то, в принципе, Switch 2 можно брать. Желательно, конечно, вот с такими вот грибчиками, вот с таким вот чехольчиком. Не обязательно, конечно, тратить, не помню сколько, на
кейс от D-Brand. Но в принципе, покупкой я остаюсь доволен. Те же Mario Kart прикольные, те же игры, которые были на первом свитче, играются здесь более прикольно. Некоторые пропатчили, чтобы у них было разрешение Full HD 60 FPS, например, как Mario 3D World. Поэтому во многих аспектах, в принципе, покупка оправдана. Ну а если есть еще вопросы, надо их задавать в комментариях, ставить лайк, подписываться на канал и понимать, что на этом поток сознания все.